Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 31 января, сегодня у нас с вами среда, сегодня последний день этого январского месяца, и, как вы видите, уже январь подошел к концу. И обязательно в этот день съешьте зубчик чеснока. Эту практику вы сегодня можете проделать в любое время, вне зависимости, это будет вечер, день, или даже поздно вечером. Почему? Потому что, съедая именно зубчик чеснока, вы обретаете не просто защиту, но вы и обретаете определенную силу. Поэтому давайте далее с вами проговорим в этом видео, что нас сегодня ждет и как правильно провести эту практику. Итак, сегодня, друзья, у нас с вами 20 и 21 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что Луна у нас с вами в знаке зодиака Весы. И вы знаете, что сегодня у нас фаза Луны убывающая, а это говорит о том, что в этой фазе Луны, в этот день лучше всего очищаться и убирать то из жизни, что, возможно, вам мешает, что вас раздражает, что вам не нужно. Также сегодня достаточно благоприятный день для избавления от всего лишнего, при этом как в физическом плане, так и в эмоциональном плане. Также завершайте сегодня проекты, завершайте свои какие-то идеи, реализуйте это все до конца, не откладывайте в долгий ящик. Также сегодня хорошо заниматься очищением пространства и избавлением от ненужных вещей. При этом это могут быть какие-то предметы, это могут также сделать ревизию сегодня на кухне. Хотя бы уделите сегодня внимание какому-то участку в вашем доме. Луна у нас с вами убывающая в знаке зодиака Весы. А вы знаете, что знак Весы ассоциируется с равновесием, с гармонией и взаимоотношениями. И влияние Весов будет способствовать сегодня улучшению взаимодействия с окружающими людьми. Также, если у вас были какие-то конфликты, ссоры, скандалы, то сегодня, скорее всего, будет разрешение, будет поставлена именно точка. То есть люди найдут понимание между собой. И сегодня постарайтесь создать гармонию в отношениях. Да, это иногда очень сложно, но все-таки это нужно. Сегодня у нас с вами убывающая Луна, это у нас с вами последняя четверть убывающей Луны, и обращаем ваше внимание, что сегодня убывающая Луна в знаке зодиака Весы будет подталкивать нас к более внимательному отношению к гармонии в нашей жизни. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вокруг вас была чистота, порядок, не было вот этого хаоса, беспорядка, непонимание. Если что-то у вас не получается, это не повод расстраиваться, а старайтесь понять и разобраться, где вас что-то раздражает и что вам не нравится. Важно помнить, что именно это влияние является очень важным, и это оказывает на вас даже в какой-то степени, возможно, существенное влияние. Энергетика дня этого будет уникального, поэтому сегодняшний день можно считать, что вот многие люди будут на себе ощущать влияние счастья, гармонии. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня хорошо, особенно во второй половине дня, отдыхать. Почему? Потому что таким образом, когда вы отдыхаете, вы убираете все ваши мысли, и человек начинает постепенно, по чуть-чуть стремиться к гармонии, к справедливости. И вот именно это дает для нас с вами и для окружающего мира взаимопонимание и поддержка. Кроме того, обращаем ваше внимание, закрывайте все свои рабочие моменты, вопросы, и если у вас что-то было не закрыто, или вы думали о том, что это вас обойдет, нет, лучше сегодня приступайте, не отправляйте в долгий ящик, не думайте о том, что это вас не коснется. Помните о том, что рано или поздно все в нашей жизни возвращается. То есть, если что-то вы не закрыли, вы что-то не доделали, это рано или поздно придет в вашу жизнь. Кроме того, уделите сегодня внимание отношениям, достижениям, целям, то, к чему вы достигли, чего-то не достигли, сделали, не сделали. Это очень важно. А также постарайтесь сделать первые шаги к созданию гармонии во всех сферах вашей жизни. Это очень сложно, потому что каждый человек считает, что он живет в гармонии, но если так посмотреть и разобраться, есть проблемы и на работе, и дома, в отношениях с детьми и так далее.
Кроме того, постарайтесь сегодня уделить внимание своим каким-то способностям. Почему? Потому что именно Луна в знаке зодиака Весы помогает нам обрести баланс и интуицию. Поэтому это очень может быть полезно, например, при создании чего-то нового, интересного. Подумайте, вот возьмите просто листок бумаги, ручку. Возможно, в первые минуты в вашей голове будет пустота, и вы будете думать о том, что, ну что я могу сейчас сказать, ну что я могу написать, если в моей голове ничего, пустота. Но вы должны понять, пока вы потихонечку начнете сидеть, главное, уберите гаджеты от себя подальше. А почему? Потому что очень сильно также, друзья, сегодня очень важно, чтобы вы восстанавливали связь с природой и использовали ее силу для личного развития. Поэтому постарайтесь сегодня хотя бы немножечко побыть на воздухе, на открытом воздухе, погрузиться в магию неба, насладиться уникальным сочетанием. Если у вас есть солнце сегодня, то это будет вообще замечательно и прекрасно. Не игнорируйте вот те знаки подсказки. Возможно, вы сегодня гуляете в парке, да, морозно, снег. У кого-то, может быть, где вы проживаете сейчас тепло, жарко, плюс 25, а может быть и все 35. Но ваша задача посмотреть вокруг. Возможно, вы услышите, как птички поют или что-то шуршит. Знаете, вы должны свой мозг не зацикливаться на современном мире, а стараться искать в природе. Это очень важно. Если мы говорим о лунном календаре здоровья, то сегодня именно убывающая луна в знаке зодиака Весы отправляет нас на то, чтобы мы занимались своим собственным организмом. И обращаем ваше внимание, что сегодня старайтесь, чтобы ваше тело освобождалось от всего лишнего и очищалось. Поэтому избегайте сегодня, пожалуйста, тяжелых, жирных продуктов. Постарайтесь предпочитать сегодня легкую пищу, потому что это поможет вам ускорить процесс очищения и улучшить общее состояние организма. Кроме того, Луна в знаке зодиака Весы, как мы уже сказали ранее, да, и она будет заставлять нас сегодня жить в гармонии и в балансе. Поэтому, если у вас хаос, дисбаланс, у вас что-то не получается, остановитесь, нажмите, будем говорить условно, на паузу и обратите на свое отношение с другими людьми, а также попробуйте найти равновесие в различных аспектах жизни. Сегодня очень важно, чтобы вы следили за состоянием своего здоровья. Обращайте внимание на свои эмоциональные, на физические потребности. Очень важно, чтобы вы прислушались к своему организму и подумали о том, как позаботиться о нем. Даже самое простое, например, встаньте сегодня утром или на протяжении дня, просто сделайте какую-то небольшую зарядку. Это иногда очень сложно, потому что скажут, у меня нет времени, а зачем оно мне надо и так далее. Вы знаете, мы с вами очень много проводим времени в сидячем образе нашей жизни, мы работаем, да, и думаем о том, что это только так, а не иначе, а как же по-другому. Но вы должны понимать, что ваше тело, кроме вас самих, никто не будет заниматься. Помните, что ваше тело – это ваш аватар. И как вы смотрите за ним, так оно вам и отвечает рано или поздно. Поэтому, если вы на данном этапе не готовы эту принимать информацию, знаете, это тоже нормально, потому что, значит, не пришло ваше время. Но помните о том, что тело нам дается на время, вы сами это прекрасно понимаете, и нужно стараться за ним смотреть, ухаживать, лелеять и так далее, и так далее. А если вы сильно болеете, подумайте о том, почему это происходит, потому что все проблемы находятся в нашей голове и в нас самих. Это очень важно осознавать и понимать. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что здесь нужно стараться найти гармонию и баланс. Это очень сложно, поэтому отпускайте сегодня какие-то старые, ненужные финансовые привязанности, привычки. Очень важно, чтобы вы пересмотрели именно в этот день, 31 января, свои какие-то финансовые стратегии, поставили себе новые цели. Да, не бойтесь себе ставить новые цели. Ну, например, что до конца, условно, июня или августа вы отправитесь в путешествие, или вы купите что-то из техники, или купите себе какую-то новую вещь. Только давайте большая просьба, сразу забываем о том, многие люди любят писать: у меня пенсия, у меня ничего нету в жизни, что вы мне тут рассказываете? Но смотрите, если вы уже начали смотреть наши видео, вы уже становитесь на
на путь развития своего. То есть вас неспроста отправляют вот на эти видео. То есть это не просто вот так вы нажали на кнопочку и дай-ка я посмотрю, а что же здесь во мне рассказывают. То есть это говорит о том, что вы можете изменить свою жизнь именно в финансовом плане. И вот через наши видео вам нужно просто их слышать. Не просто прослушали, поставили лайк и закрыли, да, а вот возьмите после просмотра этого видео, подумайте о том, что я сегодня могу сделать, а как я могу сделать. И вы знаете, все постепенно, все по чуть-чуть. Написали сегодня на листочке 1, 2, 3, сами для себя. Потому что мы не можем, да, очень много людей на планете Земля, каждый имеет свои какие-то проблемы, нюансы, негативные какие-то сюжеты в своей жизни. Но каждый из вас может сам себя вылечить, может изменить свою судьбу. Это очень сложно, но как только вы начинаете идти вот против чего-то, не идти по течению, да, это очень сложно становится, но вы можете все изменить. И вот сегодня это 31 января, тот день, когда вы можете начать с самого простого, взять листок бумаги и прописать. Многие пишут, у меня только одна пенсия, у меня только одна зарплата, и здесь, где я проживаю в регионе, ничего нету, ой-ой-ой, что вы мне рассказываете? Девочки и мальчики, если вы смотрите нас, это уже как минимум у вас есть интернет. Интернет сегодня все покупается и продается через интернет, поэтому подумайте о том, возможно, открыть какой-то свой маленький бизнес, возможно, у вас есть какое-то хобби, через которое вы сможете продвигать свой товар, услугу и так далее. Самое интересное, мы знаем человечка, который слушал наше видео и через какое-то время нам написал на электронную почту без большой благодарности, да и отправил еще большую сумму доната. Что этот человечек говорит? Говорит о том, что он очень долго нас слушал и не мог понять, как ему зарабатывать деньги в интернете, что у него ничего не получалось. Но в один момент ему просто пришло озарение. Вы не поверите, это женщина, которой уже почти что 60, вот она сегодня поменяла свою кардинальную жизнь, она занимается лепкой варенья и с вишненькой, и с творогом сладким, и с капусточкой, картошечкой и так далее. У нее уже прямо есть холодильники по заморозке, морозильные, точнее, камеры. Она занимается, и в своем регионе она продает, она говорит, у нее красный постоянно телефон, люди заказывают, у нее есть даже служба уже своя доставки, понимаете, а вот начинала ни с чего, она говорит, у меня была пенсия мизерная, дочка разведена и так далее, то есть была очень такая тяжелая ситуация, говорит, даже не на что было купить дрова, уголь, то есть чтобы зимой было тепло даже. То есть вот до такой степени была ужасная ситуация. Поэтому, пожалуйста, каждый сам за себя. То есть мы вам подсказываем, даем какие-то направления, а вы должны дальше двигаться. Потому что если вы не поднимете свою попу, к сожалению, никто другой, кроме вас, этого не может сделать. То же самое, простая ситуация. Вы хотите воды, и представьте себе, никого нет в доме или в квартире. Кто это может сделать? Кто может пойти вам налить стакан воды? Вы сами. Вы встаете и идете и делаете это движение. Это очень важно осознавать и понимать. Мы надеемся, что вы это не просто слушаете и воспринимаете. Что же касательно карты Таро, то сегодня у нас, друзья, выпала очень таинственная такая карта. Это карта Луна, которая отвечает у нас с вами и за интуицию, и за подсознание, и за знания, а также перемены и переменчивость в нашей жизни. Поэтому она подчеркивает нам о том, что мы занимались своими эмоциями, своим внутренним миром, осмотрели на себя, на то, что мы говорим, и, конечно же, обращали внимание на принятие решений. Также сегодня очень важно быть осторожным с эмоциями и обращайте внимание на интуитивные подсказки. А поверьте, они сегодня у вас точно будут. Что же касательно совета от Архангела Михаила, то, вы знаете, Архангел Михаил говорит то, что сегодня Вселенная раскрывает нам свои тайны и открывает двери перед нами. И наша возможность – это принять эти дары и призывает нам открыть свое сердце, чтобы принять вот эти божественные подарки. Это вот чудо. Конечно, это очень сложно многим воспринимать, думать, ну о чем мы говорим и так далее. Помните о том, что у каждого это будет свое. Кому-то сегодня может прийти, позвонить, предложить какую-то новую работу, заработок. У кого-то это будет переезд, а кто-то вообще может кому-то сегодня предложит руку и сердце. В общем, сегодняшний день, друзья, отвечает за глубокие перемены в нашей жизни. И ваша задача подумать о том, как вы хотите внести изменения. Помните о том, что вы творец, вы архитектор, и вы можете все
изменить. И как мы сказали в начале видео, сегодня очень уникальная практика. Вам понадобится буквально зубчик чеснока. А когда его съесть, это вам подскажет ваша интуиция. Итак, что мы делаем? Берем руками, чистим вот этот зубчик чеснока, не ножиком, обращаем ваше внимание. И скажите следующее. Вот чесночок положили в ротик и скажите: с чесноком во рту защита и сила приходит ко мне. Пусть зло уходит, а удача мне сопутствует. Сказали эти слова, чесночек съели, и дальше идете, занимайтесь своими делами. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 31 января. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают, друзья, в жизни. Ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал, как нам можно помочь, донатить, материально поддержать, друзья, ссылка есть в описании. Прямо написано: благодарность можно выразить по ссылке. Нажимайте, любая сумма, друзья, нам будет приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.